очень сложный вопрос. Нас всех запугивают. Долго все будет восстанавливаться, но в итоге, я думаю, все будет хорошо. Нас уже на ФОБО пересадили, да, спицы. Экономически нам, конечно, будет немного плохо. На этой почве как сплотимся наконец-то. Подъем будет промышленности, увеличение зарплат, и все будут хотеть жить в России. Каким вы видите будущее России через полгода или год? Нормально. Нормально, это как? Это какие? Будем. Я думаю, что конфликт более-менее сойдет на нет. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Ну, надеюсь, что все станет лучше. Ну, я думаю, все будет хорошо, и мы сами там как-то все разработаем, новое что-то. Все-таки замена какая-то будет, альтернатива. Ничего плохого. Все-таки мы дождемся какую-то свободную, прекрасную Россию будущего или нет, как считаете? Ну, конечно, потом это, конечно, долго все будет восстанавливаться, но в итоге, я думаю, все будет хорошо. Если даже через 100 лет все равно люди найдут компромисс. Трудно сказать, что будет дальше. Поддерживаю. Мне кажется, сейчас никто не может дать каких-то четких и конкретных оценок. Но это вера в свою страну и очень сильная надежда на хорошее будущее. Да, обычные люди, они не сильно-то у них что-то поменяется. Если не начнутся разборки там верхушек, то так же будет. Потихонечку будем существовать, каждый в своем режиме. А как если вот рубль слабеет, санкции, экономический кризис нас ждет? Скажется ли это все на всех нас? Будет ли у нас дефицит товаров, если все компании уходят из России? Импортные? Не, ну конечно скажется, но это не будет носить эффект такого снежного кома, как вот там пишут, да, сейчас же пишут, что типа снежный ком, там через 2 недели мы жить не будем. Будет постепенно, потихонечку, а человек, он такое существо, которое привыкает, на самом деле, к любым обстоятельствам, и здесь важно создать такую вот точку у себя в голове, точку невозврата, да, ниже которой нельзя опускаться. В России в целом потихонечку будет все на спад идти, потом Россия потихонечку будет замещаться там китайскими, корейскими товарами, вьетнамскими. Нас уже на ФОБО пересадили, да, спицы. Также пересадят и на... Ну, Юникло остается в России. Юникло, значит, будет доминировать, как бы, да. Машины уже там китайские, там 10, наверное, компаний в России присутствуют. А вот то, что будет там с корневой инфраструктурой, то, что будет там с какими-нибудь системами техобслуживания там нефтяных вышек, которые у нас не делаются, там Siemens, который поставляет, но это, извините, война войной, а как бы это все будет поставляться по расписанию. Сейчас Немцов был бы хорошей фигурой альтернативной, но на кого? На Лене Волкова, который там снеговиков своих шабат высаживает. Ну, это смешно, это все такая игра, как бы, да, с нулевой суммой. Через полгода трудно сказать, может быть всякое. Но вот в ближайшей перспективе я надеюсь, что мы все это поборем, будем все в дружбе и в любви, хоть это будет не сразу. Потому что люди, когда получат всю информацию, у них во многом мнение изменится. У меня там очень много знакомых, и я это знаю, потому что они разумные люди. Каким вы видите будущее нашей страны через полгода или год? Ну, как это я могу увидеть будущее нашей страны? Я не знаю, мне бы хотелось верить в мирное решение конфликта. Опять же, конфликта не было, я считаю, конфликт создан искусственно. Но ситуация показывает неадекватность поступков, и я думаю, что ничего хорошего нас в течение ближайших года не ждет, мне так кажется. Будут ли у нас перемены, свободная, сильная, процветающая страна? Мы вообще когда-нибудь к этому придем, как считаете? Я думаю, нет. При теперешнем правительстве, думаю, нет. То, что происходит, это же происходит не первый год, да? Что мы не имеем права высказывать свою точку зрения. Мы не имеем права вообще на свою точку зрения уже в течение нескольких лет. И уж о ней просто сказать мы вообще не имеем права, мы сразу будем отвечать либо финансово, либо уголовно за это. Молодежь, вот из-за текущей ситуации, она ничего не видит, да, она не имеет никаких свобод, да, и одни ограничения стоят, да. И опять же, это здесь, в Москве, мы живем очень неплохо, а в Сибири, насколько я знаю, у меня много знакомых, у кого родители в Сибири живут. Там зарплата при полной рабочей неделе 15-20 тысяч. Я не знаю, как они будут выживать вот в текущей ситуации. И при этом мы все равно не имеем права на собственное мнение.
Не знаю, по-моему, это ужасно просто. Не знаю. Все так же будет. Ничего не изменится? Ну, наверное, да. А экономически? Может, что-нибудь изменится. Ну да, я думаю, изменится экономически. В лучшую или в худшую сторону? Я думаю, в худшую. Поживем, увидим. Нет предположений. Даже не берусь предполагать. Как вы думаете, лучше оно станет? Хуже? Лучше точно не будет. Как вы считаете, что ждет Россию через полгода, через год? Какое у нас будущее, если оно вообще? Очень грустные вопросы. Если все пойдет по сценарию, что наши люди будут спать, не будут ничего замечать, и будет вот эта прекрасная фраза «национальная идея России пересидеть Путина» будет реализована, да, вот эта национальная идея, мы будем думать, что мы пересидим, я думаю, что нам всем будет очень плохо. У нас не будет, ничего не будет, Мы же не умеем сами себя обеспечивать внутри страны. Сельское хозяйство наполовину мертво, производство мертво. Ну, что мы будем делать, я не знаю. Я думаю, что нам будет очень плохо всем. Если, как говорится, русский медведь в лице населения страны не проснется. Мне даже говорить это сейчас стрёмно вам. Вот честно, да, мы здесь напуганы, мы запуганы, но вот нас много. Мы вчера ехали в метро и смотрели по сторонам, и люди читают АВД-инфо, люди смотрят каналы Варламова. И мне очень обидно, что очень мало, понятно, Дождь Эхо, Знак всех прикрыли. Очень страшно, что очень мало осталось голосов трезвых. Екатерина Шульман, Илья Яшин, все, да, очень мало осталось голосов. Почему вы не хотите завести свой YouTube-канал, пока еще YouTube не Смотри, закрыли, не у меня 14-летний сын с инвалидностью. Я ссу. По-честному, ребята, я вот сейчас говорю это на камеру, мне стрёмно. Мы медиа в совершенно простых людских вещах. В музыке, в кино, в сервисах, каршеринге и так далее. Мы делаем интернет-издания. И мы придерживались позиции, что мы аполитичны. И сейчас, бахнуться в политику, нам страшно, просто. Мне страшно за сына и за его будущее. За нее мне страшно, да. За себя. Я не буду обманывать. Я написал у себя в Фейсбуке, что мне страшно за самого себя, в том числе. Наверное, боятся все, но, смелый тот, кто делает, мы что-то делаем. Наверное, все, что не делается, все к лучшему, а там посмотрим, что будет. Не хочу загадывать. А вы как думаете? Я думаю, что будет все отлично на самом деле. Но экономически нам, конечно, будет немного плохо, но все урегулируется. Каким вы видите будущее нашей страны через полгода или год? Только светлым. Все будет хорошо. Не надо расстраиваться. Просто наша страна столько трудностей пережила за всю свою историю. Мы столько пережили. Просто надо обернуться назад, почитать историю и понять, что мы все равно все пройдем. Все пройдем, и все будет замечательно. Понятное дело, что крайне нестабильная. Возможно, через полгода или год, не стал бы, наверное, загадывать. Я рассчитываю все-таки на то, что глобальное противостояние культуры с цивилизацией, оно все-таки будет выиграно культурой. Если отбросить весь мир, мы живем в России, Да. с теми санкциями, которые против нас ввели, с компаниями, которые спешно покидают Россию. Мы Да. не сможем ни купить, ни продать с курсом доллара и падающим рублем постоянно. Как мы будем... Мы же сами ничего не умеем делать. У нас ни заводов, ни сельского хозяйства, да. ни фабрик. У нас нет ничего. Как мы будем жить через полгода-год? Как будем, будем выживать как-то, я думаю. А какие варианты? Возможно, на этой почве как-то сплотимся наконец-то. Пора бы уже. Все будет только усугубляться, будет расти курс доллара, это отразится на всех ценах. Уровень жизни будет понижаться, я так это вижу. Все это со временем становится все более неблагоприятные условия для жизни. Что нам всем делать? Это такой извечный вопрос, сложный очень. Что делать? Я думаю, что надо выражать свое мнение, не бояться. Очень сложный вопрос. Нас всех запугивают. Пока еще не расстреливают, но уже Медведев говорит о смертной казни. Да, это очень печально. Надеюсь, что будет все стабилизироваться и будет становиться все лучше и лучше. Надеюсь, что эта ситуация закончится.
и все будет наконец-то нормально. Слишком краткосрочно не могу сказать. А в более средние сроки, там 3-5 лет, у нас подъем будет промышленности, увеличение зарплат, и все будут хотеть жить в России, в самом чудесном городе мира Москва. Какой всех нас ждет будущее через полгода или год, вот всех нас в России? Это не ко мне вопрос, это вопрос туда.